Радио Чип-Льдук представляет. Юбилейный 75-й выпуск программы «Встреча с интересными людьми». И у микрофона, как вы уже успели догадаться, Аркадий Марчуленис, а наш сегодняшний гость Лев Певзнер. Конечно, широкой публике... Да, добрый день. Да, здравствуйте, Лев. Широкой публике это имя, наверное, мало о чем говорит. А тем не менее, слышим мы очень часто Льва. Многие, наверное, неоднократно слышали его. Да, вполне вероятно. И сегодня, конечно, хотелось бы предоставить микрофон, Лев, вот в полной мере, чтобы вы могли себя проявить. Дело в том, что наш сегодняшний гость очень часто посещал различные театральные и музыкальные фестивали, спектакли, конкурсы, концерты. И буквально на каждом мероприятии оставлял своеобразный след. Да, вы напрасно смеетесь, шутки шутками, но, может быть, этот след останется на 100 лет или на 500, понимаете? Вот, это моя гордость, это мое хобби, вот, но это не единственное, чем я занимаюсь, конечно. Вы поясните, слушайте, вообще, о чем идет речь? Да, вот хотелось бы сказать. Дорогие друзья, Аркадий буквально на каждом концерте, особенно, насколько я понимаю, на тех концертах, которые записываются на пленку или сейчас уже на цифру, да. Он как-то кашляет, издает какие-то звуки. Именно кашляет. Именно кашляю. Да. Потому что это не вызывает, это как бы естественное, так сказать, отправление, сопутствующее дыханию. Вот, поэтому люди как бы достаточно терпимо к этому относятся. Да. И кашель остается на записи трансляции. Я вообще этим занимаюсь, вот кашлем. Почему? Потому что это сохраняется на пластинках, на видеозаписях, в архивах, на цифровых базах данных, вот медианосителях. Вот. Я вообще интересуюсь искусством. Это не единственное, так сказать, вот просто кашлять. Но одно дело просто интересоваться, а другое дело, когда вы в это произведение искусства внедряетесь, понимаете, вы туда кашляете и вместе с этим произведением, с этим шедевром остаетесь с ним на века. Понимаете, вот ведь в чем штука. И кроме того, ведь и сам кашель – это тоже искусство своего рода. Надо знать, как правильно кашлять, где и когда. Так, вот. А когда... Здесь важно выждать момент, понимаете? Так. Потому что если вы начинаете кашлять слишком рано, это отрезается, это не входит в трансляцию. Вот. Если поздно кашляете, это тоже уже теряется на титрах, это никому не интересно. По порядку идем. Да. Когда вы в первый раз покашляли, во-первых, это было намеренно или это было не намеренно? Услышали вы свой кашель потом в записи? Вообще, как развивалось ваше хобби? Да. Как... Началось это, конечно, с детства. Я пришел с родителями, и я был простужен, и, естественно, я кашлял. И на меня родители шикали, пытались, так сказать, успокоиться. Но мне стало уже интересно просто, потому что окружающие тоже на меня косились. Но мальчику это все простительно. Вот. Но потом, когда я пришел домой, и через некоторое время по телевизору, старому такому еще телевизору, шла трансляция. И я услышал себя. Мне стало очень интересно, что это вот я, именно я, не кто-то другой кашляет там. Знаете, я помню этот спектакль, это был спектакль какой-то детский, по-моему, утренний спектакль в театре. Чиполлино, может быть. Ну, может быть, Чиполлино, я уже сейчас не помню. Да, там какие-то были. Вот. «Синяя птица». «Синяя птица». Вот. И вот я там кашлял. А потом, значит, мне захотелось это повторить, и я не сразу вспомнил, я был уже студентом, и мы начали ходить с девушкой на концерты органной музыки. И вот там... Действительно, я обратил внимание, что ты начинаешь входить и слушать какую-то красивую мелодию, возвышенную, великую Баха, сказать, и вдруг какое-то, действительно, за выражение, сволочь начинает кашлять в портере. Я подумал, что чем хуже я. И потом, если он делает это бездарно, ему это неинтересно, он даже об этом даже не помнит. Да, и я решил делать это тактично, в правильных местах, в соответствующем ритме, может быть, иногда. Потому что люди шуршат фантиками, шоколадками, понимаете, скрипят сиденьями, там, кто-то, извините, может, как газы там даже выпустить. Вот. Ну, подождите, вот сколько раз можно за представление, по-вашему,
покашлять, чтобы, не нарушить, все-таки не разрушить атмосферу. Уж не пошла, чтобы эта запись, извините, в брак. Я расскажу, да. Для каждого жанра свой, если можно так выразиться, норматив. Понимаете? Это зависит от многих параметров. Понимаете, и плотность кашля зависит, и громкость его, от состава оркестра. Для камерного оркестра это одно, для оперетты что-то еще. Это зависит от заполнения зала, от акустических параметров помещения. Понимаете, сколько антрактов было. Там очень много факторов. В пределах какого-то все равно разумного числа, конечно, там 7 или 9 раз, но важно не сколько, а важно как и где. Ага. Да, вот это. Вот. И поэтому у меня, Паша, есть одна запись, играл Святослав Рихтер, и я кашлял, великолепно кашлял. Я считаю, это мое достижение. Рихтер, наверное, тоже играл, тоже хорошо же. Да, конечно, Рихтер играл замечательно, но и я не подкачал. Да, можем даже послушать фрагмент. Его выступление было в Большом зале консерватории. Дайте пленочку, пожалуйста, давайте. Послушаем. Именно момент, где вы кашляете, да, конечно. Да. Слушайте, это же не просто так, это художественный кашель. Я со временем отточил эти свои способности, и очень это натурально. Должен ли кашель быть музыкальным? Хотите ли вы, скажем так, внимание зрителей и слушателя нарушить или, может быть, каким-то способом добавить что-то к музыке? Безусловно, конечно, интереснее, когда это в тональности и в ритме происходит. Так. В Венской опере я ездил туристом тогда, еще в 90-е, и попал туда. И я великолепно просто слился с музыкой, никто даже не обращал на меня внимания, потому что это было в тональности ля бемоль, или си бемоль мажор, или до диез минор, я уже сейчас не помню. У вас абсолютный слух, правильно я понимаю? Относительно абсолютный. Да, я бы сказал так. У меня вообще нет музыкального образования, я такой самоучка, делаю все на слух, по наитию. В общем, это была волшебная флейта Моцарта, если я не ошибаюсь. Можем послушать. И, конечно, там же, в Венской опере, я кашлял на вальсах. Когда Штраус особенно был, просто я вальсировал, кашлял, И послушайте сейчас этот фрагмент, если у нас есть, я захватил с собой, да. Это знаменитые сказки Венского леса с моим участием. Два раза я кашлянул натурально, а вот этот момент, да, вот этот момент, это я подавился ириской. Понимаете? Значит, вы еще и употребляли там пищу во время спектакля. Это своего рода допинг, да, такой. Ох, Лев. Да.
Но у нас образовался клуб. Вы знаете, я потом в Новосибирском театре оперы и балета, значит, встретил единомышленников. Я обратил внимание, что как-то человек очень необычно себя ведет и как-то кашляет. Ну вот смотрите, мне что и мы важно. разговорились в антракте, и выяснилось, что он тоже такой же вот человек. это Да. тоже, знаете. Но оказалось только, что он кашляет всего 4 года, а я, извините, уже больше 40. Но смотрите, кашель же бывает с мокротой, бывает сухой кашель, бывает кашель, который, что называется, не остановить, бывает я вижу, вы одноразовый. большой специалист. Нет, ну просто вы интересно. в теме, Лев, вы в теме, и мне это Лев, нравится. это вы. Я Аркадий Марчуленис. А я Лев. Да. Нет, вы меня уже назвали 2 раза Аркадием. Да нет, это Да, я ну. про себя говорил. Вы Лев. Вы знаете, это совершенно несущественно, важна тема нашего разговора. Программа «Встреча с интересными людьми». Вот скажите, можно ли проходить с бронхитом или уж, не дай бог, с пневмонией на спектакле? А почему нет? Конечно, это придает такие обертоны вашему кашлю. Он становится каким-то влажным, Но он же с в каким-то данном случае, хрипы. да, но он становится менее контролируемым, понимаете? Не кажется ли вам, что вы можете кашлем... Нет, это только кажется, потому что вы именно какой-то, когда не первый год вы занимаетесь этим делом, профессионально кашляете, то вы уже контролируете даже свой бронхит. Вы сдерживаете сколько-то секунд или даже минут, чтобы смачно, звучно кашлянуть. 1, 2, 3 и... Вот, слышите, в этом звуке и легато, и ретенуто, и крещендо. Понимаете, чтобы это попало на Ну, вы пленку. с платком, естественно, все приходите, все подготовлено Ну, у вас. конечно, конечно, да. Я даже сидел несколько раз в респираторе, да, и даже на видео я попался, я кашлю там, и в кадре видно, кто кашляет, это я сижу в респираторе. Вот. Ну, а вот я встречал, и у нас даже был в гостях Павел Буравчиков, который вот чихает на многих представлениях, и тоже он, в общем, в полном упоении от своих таких вот неожиданных действий. Но мне кажется, что все-таки чихнуть на спектакле и кашлянуть — это две большие разницы. Да, большие разницы. Это вульгарно, это уровень подготовишки, так сказать, чихать, действительно, потому что слюна разлетается при чихании гораздо шире. Это даже попросту неинтересно. Ну, это, мне кажется, что это чаще Я уже не всего, говорю во-первых, это громко по уровню звука. икание и другие какие-то звуки, сопутствующие организму. Мы об этом уже говорили. Тут сморкается, но сморкаться тоже нехорошо, это, понимаете. Кашель — это натуральный, абсолютно эстетский, артистический звук. Испокон веков был слышен он в итальянской опере Ла Скала. Вы переходили и наряду с мастерами пения бельканто могли слышать, так сказать, мастеров белькашля. Вот, понимаете? Сколько у вас в вашей коллекции виниловых пластинок или, может быть, у меня 119 пластинок виниловых. С вашим кашлем? Да. Значит, есть несколько кассет старого формата, такие для кассетного магнитофона, и оцифрованные записи спектаклей, тоже и концертов, еще около 400. Ох! Да, вот и давайте послушаем сейчас для разнообразия из драматического спектакля. Это начало 70-х, «Принцесса Турандот», вахтанговский спектакль, замечательный, с Лановым, Михаил Ульянов, Юлия Борисова, Юрий Яковлев. Давайте вот послушаем нарезочку фрагментов. Да, дайте пленочку, пожалуйста, давайте. Мой князь, мой господин! Мой господин! Так этот юноша тебе знаком, скажи, кто он? Любопытствуй! Послушайте, это я был. Я помню, сидел на кино вместе в 5-м ряду, с трудом достал билеты. Улицу в зал для заседаний. Здесь поставьте трон для императора Альтоума, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импостная. Так, теперь это оттуда, и тут. А вот это, Панталоха, по-моему, ты что-то сказал. я говорю, так, теперь это оттуда, и тут. А вот это,
Ой, я слушаю, вы, кстати, умиляюсь, мне было 20 с чем-то лет. Откуда ты? И чей ты сын? Вот. Позволь о том мне умолчать, властитель. О, сразу и нагрубил. А как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью? Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я о милости прошу, дозволить мне остаться неизвестным. Я эту милость дарую тебе, о храбрая душа! И вот я вписал свое имя, так сказать, в славную историю отечественного театра. Ну, а скажите, с финансовой точки зрения, может быть, какие-то у вас есть... Ну, как вообще это происходит? Вы каждый раз покупаете билет или, может, вас уже пускают где-то какие-то у вас друзья-артисты? Безусловно. Ну, в общем, серьезные деньги. Безусловно. Меня знают в театре оперетты, меня знают в Русском драматическом театре в Ереване, во Владивостоке, в Абакане, в массе городов, миллионников я даже не называю, практически во всех. Да не только в России, по всему миру. Понимаете, я в Амстердаме, в Концертгебау хожу как к себе домой, также и в Гранд-Опера в Париже. И я с удовольствием кашляю в Сан-Франциско, в Кейптауне, в Токио меня обожают билетерши, за километр узнают и приглашают сами пройти. Вот. Но больше всего, конечно, я концертирую, если так можно выразиться, в Санкт-Петербурге и в Москве. Ну, а не было каких-то, наоборот, жалоб со стороны артистов? Особенно, наверное, тех, чьи записи... Да что, наоборот, они очень часто, у меня есть связи с артистами, они просят в паузах, когда они забывают текст, чтобы я заполнил эту паузу, да, и тогда не повисала эта пустая напряженная тишина. Понятно. Вот да, и тогда я покашливаю, и вроде бы это дыхание зала, понимаете, атмосфера, все нормально, да. Ну что же, очень это интересно, конечно. Сейчас позволим себе мы прерваться и вернемся в студию буквально через несколько минут. А пока, наверное, послушать музыку. Итак, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Аркадий Марчулёнис и Лев Певзнер. Да, здравствуйте еще раз. Известнейший человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях. И, как вы догадались, это программа под названием «Встреча с интересными людьми». Совершенно верно. А не обидно, что ни на одном альбоме так и нет ваших, что называется, росписи «Кашлял в зале». Вот никто же никогда не удосужится упомянуть, кто на какой минуте. Ну, почему нет? Я был в нескольких специальных программах, тоже таких. Немножко это такой андеграунд, такой артхаус. Но там всегда говорят, меня представляют, меня знают. Вы же меня тоже ведь пригласили не просто так. Нет, конечно. Да. Молва и в целом человек вы известный. Просто мне кажется, что когда на альбоме пишут запись такого-то в концертном зале Чайковского, играет, исполняет там. Да, на самой пластинке, да, не всегда пишут, что кашляет, да, такой-то, такой-то. Ну, это обидно, но это тоже передает какую-то магию, загадку, чтобы какая-то недосказанность сохранялась. Но коллекционеры, конечно, меня знают прекрасно. И очень интересно. А вот лекция тоже у вас...
Я тут смотрю лекции. Там хорошо, когда идет немножко голосовая компонента, то есть слышно не только кашель, но и тембр голоса считывается, понимаете, рисуется портрет такого солидного какого-то человека, который действительно пришел на лекцию, интересуется предметом доклада или какого-то выступления. Вот. Да что далеко ходить. Вот я был на лекции прекрасной о творчестве Пушкина, и мне захотелось, конечно, очень хоть как-то быть причастным к его творчеству болдинского периода. Ну вот послушайте, как получилось. Ну, прежде всего я хочу поблагодарить вас всех, слушателей и зрителей, пришедших сегодня, что-то вспомнить и что-нибудь, может, еще узнать о пушкинском творчестве болдинской осени 30-го года. Свое выступление, условно лекцию, я бы уподобила одновременно двум академическим жанрам, как вступительной статье к изданию и одновременно комментарий. Необычайная творческая продуктивность 3 болдинских осенних месяцев, за которые Пушкин успел создать то, что войдет в хрестоматию, учебники, будет десятки раз ставиться на сцене, звучать романсами. Все это сделало само словосочетание «болдинская осень» яркой метафорой особенно вдохновенного этапа творческой жизни художника. То и дело натыкаешься на подлинные шедевры. Да и шутка ли. За эти 3 месяца Пушкин написал не только несколько десятков стихотворений, среди которых известные тексты и пьесы, и стихи, сочиненные во время бессонницы, и многие еще. В это же время Пушкин написал все маленькие трагедии, все 5 повестей Белкина, первый большой, законченный его опыт в прозе, поэму «Домик в колонне», сказку о попе, о работнике и его балде, сказку о медведихе, и это не считая набросков обширных критических статей и почти 2 Вот, ну вы слышите, что здесь я, так сказать, поработал поплотнее, потому что мне действительно хотелось ближе соприкоснуться вот с пушкинским творчеством болдинского периода. Вот. И, кстати, вот моя супруга очень гордится вот этой моей записью, мне очень нравится. А вот супруга ваша говорит, что вы категорически против, чтобы она тоже ходила вместе с вами и кашляла на спектаклях, на концертах. Да, ну, во-первых, ей редко, на самом деле, можно угодить. А во-вторых, у нас, если так можно выразиться, разделение труда. Я хожу на культурно-просветительские мероприятия, а она ходит на спортивные соревнования. У меня, значит, любит художественную гимнастику, конный спорт, но больше такие какие-то брутальные виды спорта. Стрельба из лука, гребля, метание молота, ядра. Она такая атлетическая. Подождите, она как-то тоже... Ну, как можно на этих соревнованиях... Она в трансляции хочет попадать? Она в трансляции, да. Она хочет не по звуку, а по видео попадать. И она обязательно одевается так вызывающе. Обязательно оператор выхватывает крупные планы. Я вот прошу прощения, что она чешется. Вот или это очень не... Да, вы правы. Она чешется, иногда расчесывает до красна. Вот. Но она миловидная, меня женщина, хоть и, так сказать, корпулентная, дородная в теле, и ее всегда показывают. Вот эта вот чесотка, она чешется, если можно выразиться, в хвост и в гриву. Так что мы свой след в искусстве и спорте точно оставили, и еще это не предел. Давайте еще слушать не вечер, как можно более интересные произведения. Это из классики, из фольклора, это из спектаклей, это и, конечно же, вы знаете, я на вас выставках. Сейчас немножко переключил. Вот у меня есть запись очень редкая для меня. Дело в том, что однажды на даче я обратил внимание, что к лесу подъехала какая-то группа, телевизионная или радио, и стали разворачивать аппаратуру, и я понял, что они что-то будут записывать. Я отправился в этот лес, и невольно, понимаете, я не собирался там фиксироваться и кашлять, но как бы просто по определенной надобности я зашел в кусты, и, ну, может, человек, в конце концов, имею я право покашлять в кустах. Вот, это и случилось, и потом, понимаете, операторы уже на студии грамзаписи это не углядели, и моя жена тоже прослушивала потом пластинку «Кругозор», пение певчих птиц средней полосы. И вдруг она мне кричит: «Дорогой Левушка, это не ты ли там кашляешь в кустах?» И действительно это оказался я. Вот давайте послушаем среди замечательных вот наших пернатых мое присутствие.
Да, ну вот слышите, я вот тут навеки запечатлелся в компании наших певчих Свиристелей, Дроздов, Зябликов, Жаворонков. Я же ведь сам закашливаюсь, вот так вот вас слушаю. Ну, вообще, вы знаете, я же кашляю ведь не один. И, может быть, даже, я не знаю, в нашей следующей программе вы придете с каким-то вашим коллегой. Да, мы можем рассказать вот об этом нашем клубе, да, вот кашлюнов, или по-английски это называется каферы, от слова каф, кашлять. Но вы все-таки, наверное, были первым, правильно я так понимаю, кто начал? Ну, конечно, безусловно. Я, собственно, являюсь почетным председателем этого клуба. Вот, мы интернациональный клуб. А бывало так, что вот не кашляется? Ну, как-то мокроты нету, бывало, сухость, знаете, во рту. Это был бы просчет, потому что великолепно велась запись в Амстердаме, концерт шел на каналах, играли, значит, это произведение 1812 год Чайковского. Был такой шанс остаться совсем, как сказать, на века. И я настолько увлекся действием, настолько был поглощен музыкой, что я забыл, что я должен кашлять. Упустил такую уникальную возможность. Я обязан был просто кашлять. Меня ждали этого. У меня есть и свои фанаты, люди, которые ради этого смотрят мои пластинки, записи, коллекционируют, чтобы прослушать мой кашель. И они знают, что вот действительно Аркадий Лев Яковлевич Певзнер кашляет и знают, где и как. Программа «Встреча с интересными людьми». Ну что ж, Лев, очень интересно. Может, напоследок покашляете чуть-чуть для нас? Или все-таки на заказ это как-то, наверное, неуместно? Ну, вы можете попросить меня сейчас, например, у меня в коррекции номерные кашли. Вы можете какой-то номер просто назвать. Давайте я посмотрю. Давайте посмотрите, пожалуйста. Вот номер 4. Так, 4 это из раннего такой, да, естественно. Угу. Так, это даже 4 получается таких, да? Да. Видите, уже звонят, да, слушатели. Так, ну что же, 4 номер, очень интересно. То есть это где-то как раз по количеству непосредственно... Нет, это не связано, да, это просто совпадение. Так, а вот если номер 23... Вот я уж так глубоко, да. Да, он и глубокий такой, кашель совершенно утробный должен быть такой, примерно такой. Не чересчур ли? Да, Мне кажется, что слишком как-то может все-таки разрушить. Или, может быть, такой кашель он для рок-концерта. Так сказать, это патрон бережешь для себя, что называется. Когда действительно нужно выйти из зала, и ты этим оправдываешь, что тебе нужно встать, пробраться через несколько мест и выйти из зала. Поэтому ты, так сказать, сочетаешь приятное с полезным и, во-первых, смачно, так сказать, фиксируешься на пленке. А вот 17 номер, пометка «Рок-концерт». Вы знаете, я предлагаю о роке поговорить отдельно. Он этого заслуживает. А сейчас предлагаю переключиться и послушать просто немножко музыки. Инструментальный, прекрасный пианист джазовый Чик Корье. Я на его концерте был на западном побережье в Америке. И там я буквально кашлянул пару раз. Больше я не мог себе позволить. Конечно, очень интеллигентная публика была, иначе меня бы просто выдворили оттуда. Вот послушайте. Да, мне даже показалось, что хлопать не ему, а мне. Очень интересно. Вот. То есть вот в мировой джазовой классике я тоже оставил свой след. Ну, а вот осенний, зимний, весенний период, когда многие простужены и приходят уже естественным образом кашляют. Совершенно вы попали в точку. Просто приходишь в период эпидемии, там без тебя уже 7, 8, 10 человек, а кашляет просто целый концерт, просто, так сказать, вклиниться негде, только тебя не хватало. Понимаете, я таких избегаю, даже иногда встаю, ухожу из зала, просто потому что уже неинтересно. Демонстративно или просто из-за
печально, так сказать, из-за того, естественно, бесполезное время зря проведенное. А бывало так, что... Что смотреть спектакль, если я не могу там покашлять, понимаете? А вот бывало так, что вы стараетесь кашлять, кашляете, а потом на записи слышите явно, что это не вы. Это просчет звукорежиссеров. Вот наш звукорежиссер, вот ваш, не даст соврать, потому что это очень важная работа, конечно. Обязательно нужно дыхание зала, вот какая-то реакция, смех, шуршание шоколадки. Обязательно нужно оставлять, не нужно это маскировать. И, конечно, кашель. Кашель – это главное вообще дыхание зала. Да вот, кстати, вы сказали осенне-зимний период. Однажды зимой, под Новый год, я повел своего внучка, Артурчика, на елку. Так. Мы купили билеты, пришли, думали представление, но мы попали на концерт исполнительницы елки. Елка, прекрасная певица, мы получили удовольствие, вы знаете, и покашляли в волю с удовольствием. И Артурчик кашлял прекрасно. Вот. Надо же кому-то, в конце концов, передавать мастерство. Но в планах у меня. Вот, слушайте, это Артурчик был, и сейчас немножко я буду. Ну что же, очень это интересно, конечно. Вот, один раз был случай, значит, в Кремлевском дворце перед балетом «Жизель» была большая очень пауза, долго не начинали. Так. Вот, и я что-то раскашлялся, ну, как певец распевается, а я раскашливался. Вот, и я так раскашливался лихо, что просто зал уже повернулся ко мне, вот, и люди аплодировали, понимаете, я кашлянул один так, это было верхнее ля еще, вот, я взял это верхнее ля, кашлянул так, что меня просто вынудили встать, я раскланивался там в партере и кашлял на бис. 18 раз я кашлял на бис. Вот такой был случай. Очень интересно. С вами ведущие программы «Встречи с интересными людьми» Аркадий Марчулёнис и Лев Певзнер. Человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях и перформансах. А вот бывало так, что, скажем, кашель в знак протеста против неудачного исполнения произведения или нехорошей какой-то скучной постановки? Бывало, я вам скажу, да, не у меня, но у членов нашего клуба. Значит, они собрались после юбилейного, значит, празднества, и все 300 с лишним человек направились в театр. Они скупили места в партере на какой-то дрянной спектакль или оперу, я не помню, и просто сорвали это, значит, безобразие. Просто, как вот захлопывают плохих депутатов выступления, они также закашляли эту дрянь в театре. Вот. Ну, меня там не было, я где-то был в круизе, что ли, или на даче, не помню. Но вы никогда не применяете кашель как способ выражения отрицательных эмоций? Нет, я человек позитивно мыслящий, поэтому и тем более я хочу сохраниться на этой записи. Если я закашляю, то, извините, пластинка не выйдет, и запись не выйдет. Если я закашляю, мало не покажется, я могу так покашлять, что все. Да. Ну что же, время у нас уже подходит к концу. А вот все-таки не пробовали ли вы кашлять где-то, где громко, ну не знаю, на рок-концерте? Я думал, вы спросите в планетарии. В планетарии я кашлял и в аквариумах, и в парках развлечений. Но это я не сомневаюсь. На рок-концерте... Я кашляю, честно говоря, я хожу, кашляю в любимые места, на любимую музыку, на любимые концерты и спектакли. Поэтому вот, если вы хотите, мы можем попробовать прямо сейчас. Вот у вас какая любимая музыка? Мне кажется, просто кашлять на рок-концерте крайне сложно, потому что там просто тебя не услышат. Вы любите рок, да, справедливо, потому что это не прокашляешь, как бы хэви-метал какой-нибудь. Ну, давайте попробуем. Тем не менее, можем попробовать. Очень важно вовремя кашлять в неких паузах. Да, тем не менее, это особо требует искусства. Сейчас мы можем вместе с вами, у нас нет возможности сейчас пойти с вами непосредственно на рок-концерт. Вы же ACDC слушали в детстве? Да, давайте вот, может быть, нам редакторы поставят сейчас фотограмму какую-то, вот первую попавшуюся, вот вы любите какую, как она называется? Back in Black. Ну, давайте, конечно, альбом. Пожалуйста. Давайте. Мне кажется, там есть место, где можно кашлять, чтобы тебя услышали. Давайте попробуем, да, давайте. Просто несказанное наслаждение, я никогда этого не пробовал. Просто теперь я подсел, можно сказать, подсяду на рок, особенно на тяжелый рок, на металл. Здесь главное попасть в интонацию, да, интересно, очень интересно, да. Я даже сорвал немножко, видите, себе голос. С непривычки, но это... С непривычки, да. Ой, друзья, я ухожу просто, это подарок мне. Спасибо, Аркадий. Огромное спасибо, Лев, за участие в нашей программе. На здоровье, я хочу призвать всех наших слушателей. И напоминаю, присылайте свой кашель в нашу программу. Интересные
разные виды кашля, интересно его совмещение с музыкальными и драматическими произведениями. И соберемся как-нибудь клубом вот наших, как по-английски, кашля, то есть каферов, кашлюнов, да. И все вместе дружно хором покашляем. Спасибо большое. Всего вам самого доброго здоровья. Здоровья. Всего доброго. Спасибо. Радио Чип-Ль-Дук.